Здравствуйте. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление посредством адресных цифровых рядов. В данной теме я показывал, каким образом следует делать управление, когда у вас есть конкретный адрес, объект, и вы назначаете данному объекту какую-то последовательность цифр. В данном случае, например, у вас есть цифровые ряды, состоящие из 14 или 15 цифр. Сделано данное управление специально именно по той причине, что в коллективном сознании есть такой цикл, как, например, месяц, и он состоит, например, из 30 или 31 дня, то есть целостная картина управления. Получается как бы отдельный блок управления. И если его разделить на два, на 14 или на 15 цифр, то получится, что мы имеем иррациональное управление, то есть деление на два – это с точки зрения управления, так как делает Бог, это управление уже во всеобщем масштабе. То есть принцип простой, Бог единый, который изначально был один, при существовании любого другого объекта это уже есть весь мир. Потому что любой второй объект означает уже всеобщее управление. Поэтому именно деление на 14 или на 15 чисел – это есть выход во всеобщее поле управления. И, кстати, этот вариант выхода желательно рассматривать с точки зрения оптической реализации. То есть здесь можно развить управляющее именно оптическое ясновидение, потому что выход, то есть переход в систему макрорегулирования, это есть определенный свет. И вот здесь можно научиться видеть светоуровни, которые достаточно полезны, когда речь идет о точной диагностике процесса. И поэтому с точки зрения данного управления, особенно в условиях, например, контртеррористических действий, когда нужно сохранить объект, в зависимости от того, что может происходить, причем в прогнозной фазе, выделение оптической составляющей часто является достаточно хорошим и точным уровнем управления. Поэтому сейчас я покажу систему управления через данные ряды, где будет выделяться совершенно конкретный, прагматичный практический смысл управляющих рядов. Поэтому при работе с данными рядами следует выделить, естественно, адрес объекта. Это если это неподвижный объект, какой-то адрес дома, например. Если подвижный объект, это может быть номер автомобиля, номер вагона и так далее. Для управления по неподвижным объектам и по подвижным система управления разная. Это связано с тем, что мы имеем в виду, все-таки, когда более статичная система, то концентрация сознания – это более все-таки локальный тип концентрации. А если мы имеем дело с подвижным объектом, то представьте просто такую простую картину, что мы фиксируем какую-то точку сознания, элемент сознания на объекте управления, и при перемещении объекта мы оставляем след в пространстве управления. То есть получается, что мы имеем дело все-таки с другой характеристикой управления, где оптика может иметь еще рассеянную координату в пространстве и во времени. И поэтому получается, что управление объектом, который движется, просто имеет другую систему концентрации и все. Ведь в задаче концентрации, как в универсальной системе управления, как делает Бог, он, сделав управление, например, одного типа, получает результат все-таки во всеобщем масштабе. У Бога на бесконечном удалении с точки зрения, например, процессов вечного развития, восприятие элемента его управления всегда одно и то же. То есть управляет ли он динамичным объектом или статичным, внешний наблюдатель увидел бы один и тот же импульс. И в управлении все время надо стремиться к тому, чтобы ваша характеристика управления была достаточно универсальной. Это, во-первых, упрощает систему, с точки зрения того, что вам не нужно постоянно думать и анализировать, правильно ли вы делаете исходящий импульс управления. А ведь в условиях, например, управляющего ясновидения человек должен в естественных условиях, чем бы он ни занимался, в спокойном состоянии видеть объект. И получается тогда самым простым элементом данного управления является то, что вы переходите в точку внешнего управления, какую-то внешнюю среду, и наблюдаете фактически за собой, то есть за своим импульсом. Так как вы находитесь в одном месте, достаточно просто-навсего рассматривать свою собственную позицию, даже больше так можно сказать. То есть ваша душа, она показывает универсальность
вашего же отношения к самому себе. То есть человек относится к себе достаточно конкретно или там достаточно ровно, и вот выработав линию отношений, то есть связь, получается, с собой и элементом сознания внешнего управления, вы получаете универсальную систему. Вот это очень важно, что универсальная система – это практически выход на источник информации, то есть вы получаете информацию с фиксированной точки. И поэтому здесь, вот в этой конкретной совершенно системе, есть следующий уровень развития, что ли, практики управления. Учитывая, что в условиях, например, контртерроризма, чтобы не было каких-то вообще любых проблем с конструкциями управления, здесь нужно рассматривать то, что, чтобы вообще опыт был приобретен с точки зрения целостности картины, практичности картины применения тех же числовых рядов, нужно стараться выявлять в объекте управления какие-то текущие, может быть, проблемы. Пусть они не опасные, там, не серьезные, но умение выявлять системы какие-то, которые можно проверить, продиагностировать, это важный аспект данного управления. Потому что если можно выявить там какую-то трещину в здании, то, естественно, человек может выявить систему там, разрушения здания возможно. И с точки зрения системы разрушения нужно выявить причину, что это может быть, да? Там, например, какой-то террорист со взрывчаткой, может быть, это природная катастрофа, возможно, это какая-то внешняя ракета и так далее. То есть имеется в виду, что особенно в условиях недопустимости, то есть какой-то возможной глобальной катастрофы, то есть чтобы не допустить, предположим, глобальную войну или даже локальную, сюда должны входить и координаты существующих там типов возможного поражения здания, объекта, это там те же самые ракеты и так далее. То есть поэтому мы имеем в виду, что управление – это управление все-таки полное, которое включает возможное или там вероятное системное поражение объекта. И в связи с этим система управления через числовые ряды, она должна выявлять все-таки причинную координату, то есть откуда это поражение возможно и как сделать так, чтобы информация вот этого поражения, вообще говоря, не сформировалась. То есть надо уметь управлять, чтобы не допустить фиксированного образа отрицательной информации. С одной стороны, мы ищем в поисковой системе, что нужно сделать, чтобы не было проблем. С другой стороны, ведь если речь идет о каком-то там событии, возможных там военных действий, то это влияние на причину, чтобы не допустить конфликта, получается, между странами и так далее. То есть мы должны всегда решать задачу фундаментально, но не доводить импульс до реализации. То есть фактически мы должны уметь перехватить импульс на уровне его распространения там, конкретному зданию или конкретной машине и так далее. И поэтому в этой технологии простым примером управления является то, что мы должны делать первичную концентрацию в середине этого ряда, то есть на 7-й или 8-й цифре получается. Значит, первый подход в работе с рядами, чтобы не сформировать отрицательную ситуацию, это выявление 7-й или 8-й вот этой цифры, просто последовательное выявление. Какая цифра находится на 7-м или на 8-м месте. Можно, чтобы не считать эти цифры и не запутаться, первым импульсом управления делать просто концентрацию на числах 7, затем 8. Буквально там секундная концентрация. И вот вы распаковываете ряд. Да? Значит, дальше вы начинаете работать, если это неподвижный объект, то методологически вы ставите управление таким образом, что первое и второе число ставится с точки зрения отношения к вам. Это левый угол здания, например, который ближе к вам, мысленно вы это число выносите. И второе число – это угол более дальний. То есть получается просто угловая система левого части здания по отношению к вашему взгляду на данный какой-то объект. То есть вы должны или представить, или схематично его нарисовать. Лучше работать представлением, не рисовать. Значит, и дальше, когда вы рассматриваете уже замыкание контура здания, то есть фактически вы выявляете структуру здания, то 14 или вариант 15 числа, или 13-14 число, если у вас 14-значный ряд, то это просто правая сторона здания.
А дальше вы фиксируете, то есть выходя из центра управления, из центрального, да, числа, получается, 7 или 8, вы получаете следующую картину. То есть вам нужно рассмотреть по отношению к зданию, какие объекты информации, вообще говоря, визуализируются, если вы работаете через оптическое управление, или вы их воспринимаете в виде просто информации. Ну, например, вы считаете, что внешняя информация, которая при фиксации внимания на этих числах попадает на здание, имеет какой-то контур. И вот если информация, например, пирамидальной формы, то управление должно быть таким. С внутренней стороны, ну, как бы некой пирамиды, значит, в пространстве, да, можно считать уровень, на который нужно повлиять. То есть влияния на здание нет, но вы, или там на машину, но вы из отражения света как бы внутри этой пирамиды находите, на что вообще в мире повлиять. Возможно, на политическую систему, чтобы не допустить события, да, отрицательного. Или, может быть, это управление, когда какой-то конкретный человек, например, террорист, задумал там взорвать здание, тогда управление на ход его событий. И таким образом, чтобы события, опять же, были созидательные, для того же террориста он просто не принял решение или не смог реализовать. Пусть он занимается там другими созидательными делами. То есть какие-то делать управляющие действия, которые постоянно выводят на уровень решения задач. То есть создание событийного уровня для другого лица. И чтобы он еще принял этот уровень, потому что, как бы там ни было, влияет на человека, то есть воздействовать нельзя, но нужно создавать его решение, которое он принимает в силу обстоятельств. То есть это, в общем-то, интеллектуальная работа. А дальше, когда вы начинаете рассматривать следующий уровень управления, то возможна сфера. Вот визуализация сферы возможно так, что в центре здания начинается свечение, или вы как бы ощущаете повышенный как бы вес или повышенную концентрацию света в центре здания. Это значит, вы получили сфероидальный импульс. Сфероидальный импульс означает, что управление, то есть некая информация находится где-то далеко в будущем, на которую следует обратить внимание. И при этом, при всем, учитывая, что вы все-таки занимаетесь комплексом управления, не только там контртерроризмом, например, то надо рассмотреть вообще, почему эта информация у вас появляется, что это такое, как бы, может быть, вам нужно для обучения, для совершенствования найти какой-то там узел в здании, чтобы рассмотреть, или в машине, рассмотреть, что вы фактически делаете управление правильно, некая практика управления, так скажем. То есть вот сфероидальная система, она все-таки более спокойная. Желательно выводить управление с точки зрения забора, если у вас есть выбор, на сфероидальную систему. То есть часто можно ставить сферу над зданием и подводить сферу к зданию, чтобы заниматься лучше тренинговой ситуацией, а не допускать наличие реальных систем. Здесь есть следствие определенное. Как только вы научились работать со сферой, то очень многие ситуации рассеиваются отрицательного типа, потому что умение работать по защите здания в коллективном управлении рассеивает фактически систему часто неких негативных событий. То есть получается, что само умение вашей работы – это уже достаточно сильная преграда к тому, чтобы какое-то негативное событие произошло. Таким образом, мы имеем для статичных систем в данном случае распределение такого типа, что числа сосредотачиваются там по левой или, например, правой части, и управление идет через центральную область. Для динамичных объектов, те, которые там передвигаются, например, автомобили, управление должно происходить сверху и снизу, то есть левая часть ряда, первое и второе число последовательно находится сверху объекта подвижного, на крыше автомобиля условно, да, или там поезда, вагона какого-нибудь. Значит, а 14, 15 или там 13, 14 число находится внизу. И управление происходит по принципу, если встать с правой стороны по отношению к подвижному объекту, причем неважно, куда он движется, объект,
то вывод информации происходит от верхних двух чисел против часовой стрелки к нижним двум числам. То есть, как бы некие дуги возникают в светооптике. Здесь полезно научиться именно в светооптике видеть перемещение информации. То есть следующее свойство или закономерность, скажем, да, такого управления, что для подвижных объектов информация не приходит извне, она находится внутри системы. Это связано в большей степени с тем, что подвижный объект как бы более плотно или в большем масштабе взаимодействует с внешней средой, и поэтому информация в большей степени аккумулирована на объекте. С точки зрения устройства мира, это как постулат устройства мира, вот с точки зрения Бога, ему проще было создать систему мира, когда подвижный объект больше определяет свои собственные функции. То есть основная концентрация информации находится именно в подвижном объекте. И, кстати, это есть очень сильный уровень, например, самооздоровления или оздоровления другого человека, если вот эту вот связь рассмотреть. Ведь мы работаем на универсальных системах. Если мы здесь видим, как идет разделение в информации, что подвижный объект – это более автономная система, то мы можем найти границу между информацией человека и внешним миром и получить только лишь концентрации на точках тела каких-либо оздоровления, потому что мы как бы начинаем получать ресурс из самой системы, а ресурс системы бесконечный. То есть ресурс человека, он бесконечный. И вот с точки зрения вечного развития, когда мы начинаем отделять эту систему, то в первую очередь для чего вообще мы все делаем? Естественно, для того, чтобы был жив человек, чтобы он жил вечно. То есть вот выделение статуса человека лучше делать на системе именно подвижного уровня, да, управления. То есть, например, человек едет в автомобиле, выделяется уровень его взаимодействия этого человека с внешней средой, при этом вы абсолютно не рассматриваете ни мышление человека, вам не нужно рассматривать какие-то его планы и так далее, вам нужно просто этого человека спасти, он должен просто жить, а пусть он живет как хочет. Ну, естественно, созидательно, если отрицательный план, террорист едет в машине, это сразу выявляется, кстати. Вот это вот контур связи между внешним и внутренним уровнем чисел сразу начинает проявляться, дуга начинает прогибаться, и возникает дискретный разрыв. На уровне слуха, да, так называемый тонкий слух, можно научиться слышать систему. Там возникают системы дискретного типа, разрывные, по типу, как лопается струна, например, да, и так далее. То есть можно научиться еще работать на звуке, но в данном случае вы делаете управление, выводите звук за систему, чтобы не происходило дискретного такого жесткого изменения вот этих связей верхних чисел и нижних, которые на крыше подвижного объекта и снизу, и выравнивать систему до неосуществления проблемы. Это, кстати, один из способов профилактики аварий, но в отличие от тех проблем, когда речь идет о террористе, если авария случайная, мы должны перенести 7 число тогда, чтобы продиагностировать, да, возможность какой-то аварии и не допустить аварии. Мы должны перенести число 7 на переднюю часть автомобиля, где фары, скажем, да, а число 8, то есть среднюю часть ряда, фактически переносим назад. И получается, можно, я почему говорю, что не обязательно это даже фиксировать, то есть я специально не говорю, куда переносить, достаточно хотя бы в область передней части автомобиля или вагона и задней части. То есть мы, фактически делаем так, чтобы пересекались линии верхняя часть ряда, нижняя и средняя часть ряда. То есть берем информацию автомобиля или какого-то поезда в некую своеобразную сферу. И здесь нужно выходить на уровень, когда звуковые формы, именно если вы хотите сделать быстрое управление, надо выходить на формы управления, когда звук выводится за пределы управления. То есть, например, вы начинаете делать управление таким образом, что начинаете произносить, да, название объекта, например, автомобиль,
вы же знаете, о чем вы хотите сказать, да, скажем так. Берете две первые буквы, там, АВ, предположим, не произнося полностью, ну, как бы мысленно название, то есть не воспринимая объект в виде слова, вы делаете так, что объект защищен. То есть, потому что вы должны получить в слове, в полном слове, уже защищенный объект. Это одна из технологий управления, где вы должны обязательно стараться пользоваться всеми ресурсами, чтобы с объектом не произошло какой-либо проблемы. Да? Поэтому один из способов данного управления — начинаете работать с первыми буквами там, названия объекта и работаете над неоформленной как бы информацией в слове. Ведь вы знаете, какое слово там возможно, да? Ну, как, например, там в кроссворде. Но первые буквы, которые выписаны, означают какую-то информацию. И вы работаете с этими числами над этой информацией. И в случае, если вы видите какую-то негативную информацию, то эта информация не попадает на фиксированный объект, потому что вы работаете с частью слова. И информация попадает в какую-то рассеянную область. Но зато она выявляется. То есть зато можно выявить, что это. Если это какое-то колесо в автомобиле, предположим, да, то это третье число ряда. Вот как только оно начинает высвечиваться, это как бы элементы, которые движутся внутри системы. Если это деформация кузова, предположим, там какая-то от удара, это обычно 9 или 10 число. Вот здесь в зависимости от того, какой ряд вы используете, 13 или вот, до 14, то есть здесь точка выхода бесконечности имеет значение. Если вот 13-значный ряд, где 14 уже выход, то это 9 число. Для 5, есть вот как бы пятизначный, есть такой своеобразный уровень управления. Вот для пятизначного ряда, там 3 пятерки, это из 15, да? Там, где пятерки переходят, например, там с 5 на 6 или там с 10 на 11, это тоже критериальные системы диагностических ваших возможностей. То есть вы можете, сконцентрировав внимание после каждой пятерки, так скажем, получать концентрированные лучи в одну точку объекта. То есть между цифрами 5 и 6, 10 и 11, а также после числа, например, там 15 или после числа 14 до первого числа, то есть работает и внешнее пространство, не только сами цифры. Вы получаете концентрацию многих лучей на какой-то агрегат, и можно найти дефект в данном агрегате. При определенной практике вы начинаете работать с точки зрения того, чтобы осмысливать взаимодействие, например, числовых систем и вашего уровня управления. Например, с точки зрения создания реальности, если рассмотреть там работу Бога, как он сделал так, чтобы вообще получить в коллективном сознании, например, число, да? Вот если задуматься, с чего это вдруг там есть какие-то символы, и они называются числами. Почему так построена система? С одной стороны, совершенно понятно, там человек взял, посчитал, обозначил это числом. Но с точки зрения организации реальности, вот Бог каждую систему вводит как независимую. Вот с точки зрения Бога он может вести вообще любую систему. Может быть, он бы мог вести не число, там, например, а просто восприятие объема и дать человеку такой ресурс воспринимать сразу объем, и все. Зачем тогда число? Человек просто знает, и все. Зачем ему считать, да, такой вариант вести управление, предположим. Но ведь Бог ввел именно число. Зачем? Как число соответствует объекту и почему соответствует объекту. И вот с точки зрения вот этого анализа, да, можно увидеть, что есть реальное взаимодействие числа и объекта на определенном уровне сознания. То есть через число можно управлять объектом. С точки зрения, конечно, макросозидания. Вот с точки зрения идеологии управления никак и никогда нельзя нанести какой-либо вред через постулаты макросозидания, макроспасения, потому что это технология именно спасения. И поэтому, когда вы рассматриваете управление, то можно управлять системой, при этом рассматривать точки доступа к управлению, когда машина едет, если какая-то там
проблема, дефект, то можно ведь машине остановиться, да, например. Если это самолет, можно сделать их обслуживание на земле или там в полете, предпринять меры, чтобы не было катастроф. И при этом мы имеем некую точку, которая является точкой обеспечения полного контроля за системой. Там, где Бог выходит на уровень объект, число и управление через число, например, да? Вот, например, посмотреть, как вообще Бог управляет через число. Ведь для него любая информация – это, в общем-то, однотипно. Если человек произнес число, это существует в поле как бы информации, просто как информация. Если есть самолет, с точки зрения Бога, это однотипная система. Ему, в принципе, без разницы, чем управлять. Числом, там, самолетом и так далее. И получается, что, исходя из этого, мы можем найти вот эти внутренние связи управления. Если для Бога это одинаково, то давайте посмотрим, каким образом для нас это может быть одинаково и найти те же ресурсы управления системой. Для этого нужно иметь какую-то отражательную плоскость, опять тот же, да, просто числовой ряд, который работает уже не путем там, воспроизводства импульса из числа, предположим, а который работает за счет того, что мы посылаем внешний импульс, он отражается, и вот отражательный элемент, он уже более универсальный. Может быть абсолютно универсальный, если делать абсолютно так же, как делает Бог. Но тогда нужно наблюдать за его действием, да? А чтобы вот, ну, там, делать сразу и в процессе вот, действия наблюдать, вот здесь вот есть уже, в общем, такой своеобразный принцип обучения, где действие обуславливает и наблюдение, и обучение, и само действие. И вот получается, что чем дальше мы идем в управлении, тем четче обозначивается следующий принцип. Число существует как некая символическая, так скажем, модельная система, которая при приближении в событийном плане все время удаляется в отдаленную точку сознания. Ну, в принципе, так же, как там буква, слово и так далее. Вот если попробовать информации, взять какое-то слово и с места нахождения этого слова его физически передвинуть, то как только вы начинаете двигать эту информацию, слово начинает бесконечно удаляться. Это как бы абсолютно устойчивая система получается в управлении. И вот получается, что мы, это, кстати, вот такой тренинг очень просто проделать. Мы можем там сказать машина, да, или там автомобиль номер такой-то. И постараемся взять и сдвинуть эту информацию куда-то. Так вот, на импульсе удаления как бы возникает свет, шлейф некий, да? В этом свете сразу внутри видна, вообще говоря, вся машина с внутренним устройством. Ведь удаляется для информации, удаляется сам объект. А когда он удаляется, возникает движение, мы его замечаем. Следовательно, основным уровнем, ну, в данном уровне управления создать движение в своем собственном восприятии. И в движении мы тогда диагностируем объект. Вот, например, в моей практике управления там, по диагностике самолетов, чтобы продиагностировать, например, самолет быстро, когда мало времени, я как раз создавал внешнюю сферу управления, которая при отражении объекта в сферу фактически как бы, ну, создавала, или эта сфера синтезировала, так скажем, движение. То есть как бы создавалось движение, и в момент движения самолет начинает просвечиваться насквозь. То есть система такова, что вы, может быть, даже замечали, что если там быстро едет машина, на какой-то уровень, если вот остановить там взгляд и зафиксировать какую-то деталь, например, номер, но так, чтобы постараться, вот здесь есть особенность управления, не просто смотреть на номер, а постараться в пространстве информации, вот номер какой-то есть машины, а в пространстве информации номер где-то находится, ну, некая ячейка, предположим, да. Проще всего ставить все время с левой стороны в точке, где между вашим сердцем и неким там уровнем управления, просто геометрическим уровнем, все время одно и то же расстояние. Вот самое простое место управления в числовых системах по транспорту – это все время контролировать, что расстояние от сердца до этой плоскости все время одинаковое. Вот вы приносите номер сюда и пытаетесь его сдвинуть. И вот здесь возникает просвет. То есть многие люди по практике, особенно пилоты, у них подобная система возникает от профессиональной деятельности. И когда мы начинаем видеть, что движение, например, управление такое, что мы в этом неком шлейфе, да, световом,
видим внутреннюю структуру, то как раз это соответствует нашему первичному взору. Как я сказал, если мы фиксируем элемент сознания на подвижном каком-то объекте, то возникает некий шлейф света. Объект движется. То же самое мы получаем в условиях адаптации восприятия, анализа данной системы. И получается так же, как у Бога, есть и пролонгация, и первичный импульс содержит информацию. Ведь у Бога, когда Он делает управление от себя, импульс уже содержит информацию об объекте. Вот Бог создал человека, человек создал машину, тогда получается у Бога есть путь не только там прямой, Он может через человека посмотреть на объект, а получается, что одновременно его импульс это и есть элемент сознания, все-таки объект. Бог создал все, для него любой элемент, любая молекула там держится на уровне его сознания. И получается, что как через действие человека, так и в первичном импульсе у него все-таки универсальный принцип сохраняется. Его взгляд — это есть дело, то есть это есть материя, это есть реальность, мир, так скажем, да, часть мира. И ведь Бог воспринимает мир, все-таки понятие части для него существует в другом понимании. Бог создатель всего мира, значит, понятие части — это есть восприятие через логику восприятия человека. И вот если вот задуматься, почему так Бог создал мир, что Он дал возможность человеку создавать какие-то конструкции следующие. Так вот, аналитика такая, чтобы человека научить, Бог должен был создать систему развития, когда человек развивается, и это есть другая как бы реальность, да, развития самого Бога, при всем, что Бог, да, имеет прямой доступ к объекту управления. И вот здесь возникает как раз-таки вот это вот сливание числа и объекта управления. Число, там, воспринимаемое человеком, ну как бы созданное человеком получается. Человек сказал, что существует число, например, да, с точки зрения логики. Хотя Бог его определил изначально, это число. И движение объекта, мы видим три точки. Движение, где есть информация, где есть сам объект, действие человека и действие Бога по отношению к человеку. То есть обучение человека. И когда мы задумываемся над тем, как символическая система обучает, то ведь, в принципе, это число действительно нужно для того, чтобы там чему-то научиться, что-то оптимизировать и так далее. Можно не рассматривать понятие числа, но тогда сложнее взаимодействовать с реальностью. В сложном, как бы, вообще мире технологическом понятие числа имеет вообще другую форму. Числа могут определять связи там, между компьютерами и так далее, и это уже совсем другая область воспроизводства деятельности человека, где вообще все построено на точных связях. Ну, в принципе, опять на числовых, там, словесных и так далее. То есть на неком формальном аппарате, на каких-то там функциях, формулах. То есть получается, что есть некий уровень, ну, как бы, ментальной деятельности человека, который обеспечивает развитие. И вот в этой системе мы можем найти, каким образом поставить туда числовой ряд, в эту область информации, чтобы получить все следственные связи с точки зрения логики развития человека. Для этого нужно видеть, каким образом человек должен развиваться в системе, ну, многих связей в этом мире. И получается, что мы выделяем, например, область информации, которая соответствует именно деятельности человека вообще, как бы интеллектуальной деятельности, воспроизводства средств каких-то материальных, там, духовных и так далее. И мы берем и рассматриваем вообще в этой ситуации, чтобы человек жил вечно, где должен быть цвет его развития. Ведь как делает Бог? Он все время определяет следующий путь, который приводит к вечности развития человека. Мы делаем точно так же, и как только видим свет, мы можем этот числовой ряд положить в пространство вечного созидательного развития человека. То есть, с одной стороны, ряд находится на объекте, приклеен там к зданию, к машине, например, да? А с другой стороны, в пространстве информации он находится вот в этой коллективной среде, так скажем, да, которая развивается в сторону вечного развития. И получается, тогда мы стыкуемся с задачей Бога, мы создаем практически своим управлением систему вечного развития, и вот здесь начинается корреляция между двумя рядами. Соответствие
одного числа к другому, вот здесь выявляется основная информация по истории объекта. И почему я завязал этот как бы объект, может так, если выразиться, именно завязал, там выглядит, кстати, именно как система связки в системе коллективного сознания, как некие узловые системы. Вот, потому что мы развиваемся в обществе, и, естественно, мы должны учитывать все элементы развития в обществе на принципах полной свободы, причем любого объекта информации, при условии, что объект созидательный. И когда мы видим, что ряд развивается синхронно в этой системе, а приклеенный ряд – это есть адрес, то вот с точки зрения адресности мы начинаем видеть все взаимодействие между нашим как бы модельным уровнем, то, что мы в виде модели создали некой, ну как, делалась там модель самолета некого, там, деревянная модель, но она все-таки отражает свойства самолета, реально. И получается, что мы имеем здесь систему связи, где первое число ну, там, ряда, который находится на здании, на физическом уровне приклеен там, и вы взаимодействуете с этим рядом, или вы его, может быть, там написали даже, да? Значит, а дальше получается, что первое число взаимодействует с первым рядом, который находится в коллективной фазе сознания, там, 10-е с 10-м, и вот по этим линиям мы начинаем как бы даже считывать историю объекта в бесконечность. Ведь коллективное сознание, человечество, которое имеет развитие именно в плане текущего момента, вот это развитие, коли уж оно есть до текущего момента, значит, оно на информации есть и в бесконечности. Вот здесь вот обратите внимание, что в числовых системах очень важно видеть следующий уровень. Если есть объект управления, то он есть всегда. Вот мы написали там число 5, например. Все, это число уже всегда будет находиться в системе информации. А понятие «всегда» это значит, получается, что мы структуру вечного развития рассматриваем как структуру, с одной стороны, бесконечно удаленную, с другой стороны, это есть проекция будущих событий или там бесконечного удаления информации на число 5. И вот когда мы начинаем анализировать следующую систему, то есть исходя из прошлых событий, что обязательно будут будущие события, мы имеем не просто связи, там, именно созидательные будущие события, мы имеем систему того, как нужно действовать, чтобы отрицательных, там, негативных событий не осуществилось. То есть, идя по этим линиям связи и зная, что информация будущего, она бесконечна, выделяя спектр именно бесконечной информации развития человека. Почему-то я говорю всегда, что именно технология вечного развития, она все-таки во многом часто другая по тому, что нужно выделять специальную область, которая означает вечное развитие. Это вообще другой путь часто даже. То есть физически он выглядит то же самое, но человек делает, да, как бы, но человек, который развивается вечно, он же вынужден, или, может быть, он с удовольствием, конечно, не обязательно там вынужден, но он занимается другой оптикой, оптикой вечного развития. И простой пример, если там у него есть выбор, аналитический выбор, что нужно сделать, вот он где-либо идет человек, у него есть два варианта. Одна оптика – это просто некая информация там, а другая оптика – это вечное развитие. Вот чтобы сделать шаг в сторону вечного развития и куда ему пойти, если он это знает и делает, то в чем его отличие, что если он, например, не занимается, да, технологией вечного развития. А вот если не занимается, элемент управления как бы сворачивается и возникает в виде просто проекции на систему вечного развития. Ну, действительно, любой локальный элемент – это проекция. То есть, чтобы с объектом не произошло какого-либо негативного события, мы должны проективной системой от элементов вечного развития фактически вынести в систему вне доступа, ну, как бы изъять из информации, отодвинуть. Для этого нужно контур вечного развития выделить. И вот взаимодействие между этими рядами – это есть четкое выделение контура. Четкое соответствие там, первого числа ряда, первому числу ряда, который находится на здании или на машине, это есть все-таки конкретная линия. И вот чтобы нам, например, не ошибиться, а с точки зрения, предположим, технологии оздоровления человека, кстати,
очень важным элементом является равенство этих систем. То есть человек на информации, так скажем, на восприятии любого другого человека, и физически он должен быть всегда здоров. И вот умение работать с этими рядами, которые соответствуют объекту и соответствуют, там, например, какой-то фазе коллективного сознания, это всегда нормирование здоровья человека. То есть работа по улучшению событий всегда полезна для человека. Ну, такая логика управления. При этом, при всем, число, на самом деле, вот есть такой принцип, что человеку число, по большому счету, соответствовать не может, потому что человек же это внешняя система управления. Человек всегда управляет числом. Нельзя назначить число человека. Например, с точки зрения Бога, нельзя сказать, что Богу соответствует какое-то число. Он воспроизводит любое число, да? Любую реальность. И получается, что человеку число тоже не соответствует. Человек находится вне системы такого как бы, да, управления, но человеку соответствует слово. Слово, например, человек. И когда мы начинаем видеть, как вообще число отдалить, там, отрицательное число какого-то события, тогда введите слово, соответствующее позитивному событию. Все очень просто. Все ну, здесь, получается, можно здесь посмотреть с разных, конечно, сторон, как это сделать. Ну, все знают, как работать с числом и словом, всем это привычно. Можно на дозвуковых формах работать, опять же, не создавая слово полностью, начиная говорить слово, сразу сделав управление, оформив, потом сказав. И получается, что даже если вы видите отрицательные события в этом управлении, да, в числовом, берете и словесно вводите туда позитивную картину управления. Число отличается от слова, принципиально получается. И тогда мы начинаем вводить слова. Может быть, что это, в принципе, сложно, да, иногда. То есть умение ввести в жесткую фазу информации, где выявлено какое-то там отрицательное событие, в это событие как бы там втиснуть, что ли, волевым усилием слово, которое означает там позитивное событие. Ну, то есть не происходит какого-то события. То есть там не происходит авария, не происходит разрушение здания, там человек здоров. Так вот, чтобы упростить ситуацию, работайте всегда с человеком, конкретным человеком, который может быть, ну, в такой ситуации, что у него могут возникнуть сложности от возможной там проблемы со зданием или с машиной. А помощь другому человеку – это есть то действие, которое, ну, делает все время Бог, Бог все время помогает. То есть, получается, там никаких проблем нет, вы всегда имеете право помочь. И вот выход на систему доступа, где вы вводите слова, самый простой вариант, чтобы эти слова имел, или там проговорил, или встретил в информации тот человек, кого это касается. И получается, что мы должны тогда, опять же, на принципах полной свободы воли, рассмотреть, каким образом поставить словесное управление, самый простой вариант, там, чтобы была польза этому человеку, чтобы там с ним ничего не произошло, да, там-то и все. Чтобы с людьми, которые живут в здании, не произошло каких-либо отрицательных событий. И все. Такая формула, ну, некое там словесное, что ли, выражение вводится в управление. И вот, когда мы работаем уже с словесной частью, то словесная часть должна находиться примерно в середине здания или в середине машины. Здесь еще имеет значение ориентация. То есть само слово, выражающее действие, должно находиться на какой-то плоскости. То есть оно лучше, чтобы оно там не висело в воздухе, например, да, в проходах где-то. Все-таки это информация, и она, кстати, визуализируется. Значит, когда мы работаем в автомобиле, ну, можно там на спинках сидений это поставить тоже в середине объекта. То есть, значит, ввести слово, когда есть материальный объект, опять же, не сложно, достаточно как бы мысленно прописать. Да? Ну, например, там «все хорошо», восклицательный знак, например, любой какой-то вариант. Значит, и когда вы начинаете анализировать действие слова и числа,
то вот здесь уже возникает система отдаленной динамики событий. Тогда понятно, почему Бог ввел управление числом и словом. При этом, при всем, все-таки я говорю о методологии работы, например, по контртерроризму, по предотвращению каких-либо там разрушений зданий, от природных катастроф, там, каких-то военных действий и так далее. То есть это как бы некие такие форс-мажорные ситуации. Но ведь есть еще простые ситуации, которые там совершенно спокойные. И вот в этом случае человек может контактировать с числом, определяя его. То есть получается, что человек и Бог в случае там, гармоничного развития, они произнесли число одновременно. А в случае форс-мажорной ситуации Бог выделил число для защиты человека, но не указав место человека, он не назначил ему число. И получается, что мы с этой точки зрения очень четко начинаем видеть, что человек в принципе, с точки зрения бесконечного развития, он получается абсолютно защищен. Он не обозначен как элемент текущей, что ли, какой-то временной реальности, он на самом деле как абсолютный мир выглядит управлением. К нему нельзя практически там привязать никакой фазы, которая бы была характерна в следующем варианте. Вот человек родился, да? Есть число рождения. Значит, дата какая-то, например. Вот достаточно первичной даты рождения, а дальше уже никаких дат нет. То есть нету, получается, даты смерти и так далее. Нельзя же никакое число реально привязать по существу. И исходя из этого, мы, если начинаем действовать таким образом, то мы видим, что вот слово произносит и человек, и Бог, да? То есть и человек имеет право произнести слово, и человек имеет право развить слово, и это он делает. И изначально Бог определил слово, то есть внутренний смысл слова тогда. Как вообще человек познает слово? Понятно, он там слышит, учится в детстве и так далее. А вот как ребенок познает фундаментальный смысл слова? То есть если он смотрит на информацию, как слово создал Бог, и как его обучают, например, там, родители, да, то возникает статус следующий, что слово, созданное Богом, ориентирует его, естественно, на бесконечную жизнь. И вот когда родители говорят там, какие-то слова детям, вообще, когда человек говорит что-либо другому человеку, если он налагает, этот человек, на те слова, которые создал Бог, то проблем в принципе нет в управлении реальных, да, он постоянно показывает путь вечного развития. И вот получается, что умение наложить слова в нужное место управления в момент разговора, это все-таки тоже специальная технология, которая является также технологией, например, там, контртерроризма, технологии, кстати, даже политуправления, технологии любого управления с точки зрения именно вечного развития. И именно польза там, для всех людей и так далее. И когда мы начинаем здесь видеть, что существует поле действия, то есть мы цифрами выделили контур, да, зафиксировали внешний объект. Словами начинаем развивать поле действия. Получается, что поле действия же фактически бесконечно. То есть мы можем словами развивать бесконечную систему управления внутри как бы замкнутого объекта. То же самое существует в действии Бога. Внутри любой конечной системы, замкнутой, скажем так, существует бесконечное действие Бога. И вот если мы начинаем анализировать эту систему управления таким образом, что предположим, нужно подписать какую-то бумагу, полезную для всех людей, предположим, в политуправлении. Значит, бумага должна иметь форму, например, там, содержать дату. Текст должен быть таким, чтобы на информации, если это касается человека, дата не должна определять каких-либо отрицательных событий для человека, то есть мы делаем просто ввод информации, смотрим точку, где отрицательных событий у человека нет. И, например, пишем текст в зависимости от этого, можно его подписать, а дальше идет реализация такая, что вы теперь уже постоянно на уровне управления осуществляете заботу о конкретном человеке или там, о всех людях. То есть система макроспасения может быть выражена в том, что вы ставите просто задачу всего лишь навсего там, спасти всех, когда пишете там, любую бумагу. И эта точка будет такой, так же, как делает Бог, например,
вы будете постоянно сопровождать всех в их там вечном развитии. Принцип как бы обязанности и развития мира бесконечно. То есть как вообще мир развивается бесконечность, вот это конкретный механизм, там происходит движение такое же, как делает Бог. И вот если мы работаем по этому движению, по такому же, как делает Бог, тогда какие вообще проблемы? Тогда не происходит аварий. Человек точно не имеет проблем, у него нет травм и так далее. Он живет вечно. И таким образом в конструкции управления, когда вы выделили числовую фазу, ввели слова, ориентируйтесь на то есть смотрите на то, что делает Бог, то есть воспринимайте это. А восприятие часто простое. Ну, например, там, смотреть за дорогу в момент управления машиной, да, или же мысленно хотя бы просматривать, если это поезд, там, какую-то информацию впереди, то есть, ну, как-то стараться воспринимать пространство. Обратите внимание, что вот внутреннее восприятие пространства, следующего или вокруг поезда, это достаточно сильный гарант безопасности движения. В самолете же, кстати, когда вы летите, старайтесь воспринимать внутреннее пространство, потому что там другой принцип, это объект находится не на Земле. И выход во внешнее пространство должен быть только технологический. То есть выход значит контроль сразу же внешней оболочки. То есть создание автономной системы, ну, подобно тому, как действует человек. И вот когда вы начинаете видеть, что выделение всех этих систем – это всего лишь навсего ваше личное внутреннее развитие, то вам становятся открыты все системы управления, вам становится достаточно просто видеть, что происходит вообще вокруг объекта, там в радиусе 100, 200 метров, там, миллион километров и так далее. Вы воспринимаете систему в комплексе, тогда вы находитесь именно в безопасном уровне управления. То же самое можно распространить на других, смотреть за безопасностью других. И вот постарайтесь сейчас сделать это управление с учетом полного здоровья всех участников, потому что критерием всегда является полное здоровье участников. Это как бы само собой. Вот в этом управлении здоровье мгновенно должно восстанавливаться, если это какие-то проблемы существуют, да, в здоровье. Проделайте это управление, цифры по контуру там, транспорта, там, этого здания, вообще там, всех зданий города, внутреннего управления, ну, предположим, все хорошо и так далее, все нормально. И контроль за ситуацией. Вот сейчас проделайте такое управление, я поработаю вместе с вами. В управлении нужно рассматривать очень точно то, что управление должно быть совершенно реальным. То есть мы сейчас говорим не о каких-либо там гипотетических системах, которые, возможно, там при особом обучении они начнут действовать. Я говорю о том, что это реальная прикладная система, которая должна приносить конкретный результат сразу. Ну, например, там я работаю там, с авиационными или там, любыми другими системами, там же конкретная диагностика совпадает конкретно то, что происходит в реальности. Мы говорим о том, что должно совпадать это в реальности. И вот чтобы работа происходила точнее, так скажем, быстрее происходило обучение системам такого адресного, да, управления по цифрам, по числовым рядам. Это больше как бы цифрооптическое управление, цифра, которая несет в этом управлении часто компенсацию звуковой формы. Там. Я говорю, что можно в слове не проговаривать всю систему, сначала оформлять, а потом проговаривать. И вот это управление, это есть уровень, где цифрооптика модулирует фактически выражение оптического, что ли, диапазона. Вот если слово «управление» сказать там, частично, изъяв какие-то буквы, например, а сделать сначала созидательный уровень, а потом сказать «управление», то управление значит изначально созидательное. То есть здесь получается, что мы достигаем всегда результата. Да? Вот здесь вот в системе вот этого цифрового оптического управления важно выделять следующий еще фрагмент. Не обязательно, конечно, видеть оптику какую-то. Если есть возможность или там время, можно видеть. Можно себя научить видеть, там, взять за счет технологии моего же учения по универсальному типу, поставить задачу, там, например, там, управляющее сновидение, и просто все видеть, все, что надо, и все. Ну, потратить там несколько дней для развития именно элементов ясновидения. Но когда мы начинаем вот уже как бы думать о фундаментальном принципе, да, распространения технологий на всех, то есть любой человек должен жить вечно, быть в безопасности и так далее, тогда получается, что вот возникает следующий уровень.
необходимость передачи информации, той информации, которой вы владеете, тем людям, которые сейчас, например, там, не занимаются этой технологией, или они только родились, или они там родятся, да, в будущем. И умение перераспределить эту информацию на уровне там, сверхбыстрого доступа. То есть одна из задач Бога — умение очень быстро информацию распределить, передать. Ту информацию, которая реально может людей спасти. И получается, что исходя из этого мы видим следующий фактически статус управления, что в момент вашего действия по такому типу управления, то есть выявление возможной проблемы на уровне несформированной, да, фазы информации, управление, чтобы этого не произошло, выделение уже дальше того, какой человек, неважно, там, имеется в виду не его имя, а какой вообще человек в принципе там находится. Вот понятие человека, когда вы не рассматриваете систему его личных событий, вам нужна только его безопасность. Вот как бы выделение уровня этого человека происходит же уже после, когда вы систему продиагностировали, ввели управление, коррекцию, ну то есть создали там устойчивое, гармоничное здание или там безопасную машину, а потом только вы подходите к информации человека. То есть он уже находится в безопасности в этой системе, а дальше вы ему даете путь вечного развития, где он должен сам выбрать. Значит, он должен, получается, научиться как бы дифференцировать свое состояние, почему у него там хорошо все складывается. Он должен понять ваш сигнал, и это должно быть его опытом тоже. И вот задача передачи знаний, то есть умение распределить информацию так, что для тех людей, кого вы спасли, или, скажем так, у кого не могло быть какой-то отрицательной информации. Ведь вы работаете со всеми объектами, и мы должны сразу вводить систему, что у этого человека не могло произойти какого-то кризиса. Но тем не менее, этот человек желательно, чтобы как можно быстрее, вот задача Бога, быстрее передавать знания спасения, освоил эту систему. Поэтому существует определенный уровень в числовом ряде, который означает следующее. Так как числовой ряд не связан напрямую никак, да, с человеком, то получается, обучить человека можно как раз-таки через вот эту нейтральную среду. Ну, почему много, да, например, в истории цивилизации много систем ускоряются, когда используют цифровые технологии. Много событий ускоряется. Это простой вот анализ дает то, что это нейтральная система, они по существу не задевают человека, поэтому они имеют свободное развитие. И когда мы должны ставить задачу контроля за этими системами, то получается, что выявляя в данном случае число 5, как жесткое число, и число 12, и также число, которое находится на 5 месте и на 12, концентрируя внимание с точки зрения переработки импульса вашего познания и как бы как отражающее зеркало передачи человеку, он имеет право принять, может и не принять. Но, по крайней мере, вы дали ему возможность. Да? Бог же также поступает. Он дает возможность, человек может брать, может не брать. И дальше, когда мы рассматриваем это управление, вот с точки зрения логики, и рассматривая так, вот лучше бы люди бы действительно брали информацию у Бога более точно, тогда быстрее бы стали вечно живущими. Но тем не менее, они свободны, они имеют право брать, когда хотят, да, эту информацию на усвоение. И когда мы начинаем рассматривать управление таким образом, что человек, который должен быть спасен, если у него сложная ситуация, он должен обязательно информацию принять, да, получается. С одной стороны, абсолютная свобода воли, с другой стороны, если реальная проблема, его надо в любом случае спасти, он должен обязательно принять информацию. То концентрация через число 5 и 12 должна вырисовывать для этого человека, который находится в транспорте, да, в здании, ход его будущих событий. И он в зависимости от этого хода должен принять сознательное решение сам.
Ну, то есть по каким-то причинам он должен выйти из здания там, или выйти из машины, остановить машину, не поехать куда-то, например. Да? И когда вы начинаете работать на этой системе, то отражение, то есть очень простой принцип, метод совершенно такой простейший, так сказать, прагматичный в плане управления, то, что он очень прост. Концентрируйтесь на 5 числе и на 12 в этом ряду. Передавайте при этой концентрации информацию, ну, которую вы хотели бы передать с точки зрения там, возможных или проблем, или, например, там нет проблем. Тоже информация. А дальше, вот чтобы человека спасти обязательно, ведь Бог вечно живущий, то получается, каждый человек обязательно все равно должен жить вечно. Просто логика. Вот как бы этому человеку передать можно только в том случае, если он совершенно осознанно понимает, о чем речь, он понимает, какая система действует, да, и принимает это как систему управления. Вы свой личный опыт, быстрого управления ему, он начинает это понимать на уровне, ну пусть даже там какого-то элемента сознания, не переводя, например, сразу в логику, на уровне некого чувства, да, духовного действия. И тогда получается, что понятие духа, понятие души человека, понятие действия душой, в данном случае это становится принципиальным аспектом спасения человека. То есть человека всегда можно спасти, когда задействована его душа получается. Ведь пока он переведет на сознание, и ведь импульс, ну, например, назовем его телепатический импульс, он не всегда переводится на сознание, потому что человек просто занят. Там пилот летит, водитель едет, и ему как бы не до таких импульсов, да, получается. Значит, основным элементом управления является взаимодействие душой. Но взаимодействие следующее, что вы, действуя своей личной душой на события, некие такие, возможно, негативные этого человека, то есть сформировывая ему события, должны показывать, что он должен действовать душой так же. Как, например, человек обучается у Бога, он смотрит, например, действие души Бога и действует так же. То же самое. Самый быстрый и эффективный, там, простой способ обучения, получается, это душа человека. И когда другой человек начинает действовать так же, синхронно, вот душа одна всегда видит действие другой души, кстати говоря, на определенном уровне там, макроспасения. Поэтому идет обучение по уровню, может быть, там, тренинговой даже системы, взяли, расформировали ситуацию, другой человек посмотрел, когда я говорю другой человек, это могут смотреть вообще все люди, имеется в виду, что вот этот уровень взаимодействия, он совершенно уникальный. Ведь рассмотрев случай в момент создания души человека, когда Бог уже создал душу человека, и, например, там прошло 1 000 000 лет, да, то ведь уникальная душа так и сохраняется в статусе уникальности. Там никаких других вариантов не происходит. То есть душа фактически существует как уровень, ну, совершенно единичный в этом мире, так скажем. И поэтому нельзя никакое число назначить человеку, потому что это уникальный совершенно статус, который не определяется положением, числом, численностью и так далее. Для Бога любой человек — это совершенно уникальный уровень. Он вообще никак не связан с любым другим человеком. Там нету никакого осреднения, там усреднения, ничего такого нет. Там есть только личное отношение. И когда вы начинаете работать вот в этой системе, да, так скажем, управления, куда доступ имеет только Бог, вот для человека, только Он имеет право там передать информацию, которую человек безусловно принимает. Но вы можете только рекомендовать. И поэтому, когда вы начинаете работать, чтобы ваша рекомендация была эффективной, вы должны показать самостоятельно, как делаете вы. Значит, это контроль над объектом, но когда делаете вы. Например, там, в авиационной практике я беру контроль за, ну, скажем, информацией управления и проделываю управление, тогда получается, что люди, которые там в самолете, они начинают постепенно видеть и делать то же самое, да, тоже. И когда вы начинаете делать управление как бы за водителя в сложной ситуации, да, начинаете фиксировать управление по зданию в сложной ситуации,
И совершенно практические случаи там, в летной практике, когда пилот-испытатель там, в планере, например, там, конкретный случай, вырвало очень большой кусок, просто фрагмент значит, самого планера самолета. Физически он должен был разрушиться по гидродинамике. Дальше, когда была посадка, отключились двигатели, и физически он не мог лететь. Это конкретный авиационный случай. Тем не менее, был посажен самолет. Таких случаев достаточно много в практике управления, когда пилот, например, берет управление на себя за системой. В данном случае, это, ну, конечно, речь идет об экстремальном варианте, если это, вот, я рассказал, там, планер некий, там, а вопрос в том, что нужно брать на себя иногда управление даже в спокойных ситуациях. И вот это вот управление, когда вы проводите управление, а другой человек либо соглашается, либо нет, но здесь он еще спасен потому, что когда вы проделали управление, оно реализовалось в позитивном смысле, тогда он попал в хорошую ситуацию, дальше он может изучить ваше управление. И вот уровень, предположим, согласия, да, как делает Бог? Бог построил мир, и Он его постоянно совершенствует в созидательную сторону, в лучшую сторону. И Он же не спрашивает там разрешения у конкретного человека, а нужно ли мир там сделать более созидательным, просто делает. Да? То же самое, действуя аналогично, в уровне созидания можно действовать в зависимости от своей цели управления. Вам нужно сделать так, чтобы здание не было уничтожено, вы и делаете. Спрашивать никого не надо. И когда вы начинаете брать на себя управление и показывать, что он должен тогда изучить, потому что основная задача это все-таки такая, что человек должен все-таки изучить ваши действия, которые были позитивны, то есть интеграция опыта, да? То вы выводите этот опыт на уровень, уже тогда можно вывести того же цифрового ряда, то есть просветить целиком, так скажем, вот этот цифровой ряд, и дальше уже в зависимости от того, как вы строите управление, начинаете передавать сведения, так скажем, позитивного, благоприятного управления во всю систему реальности. И, естественно, эти сведения приходят и к человеку, которого вы, например, спасли. Или просто к которому дали технологии, потому что понятие спасения – это крайний случай, нужно всегда вводить управление, что с ним ничего бы не произошло. Пусть даже какие-то сложные ситуации, но надо всегда вводить элемент, что да, это, в общем-то, случайность, и это бы не повлияло, да, например. То есть постоянно вводить управление, что к человеку опасность не приблизилась. И когда вы начинаете здесь, ну, такой уровень, что ли, высвечивания ряда уже после всего комплекса управления делать, то обратите внимание, что ваш личный опыт, он начинает достаточно существенно увеличиваться. То есть вы получаете из этого управления, видя этот ряд все-таки конкретный, он уже возникает как источник знаний. И дальше вы совершенствуете свою технологию по уже более детальной системе просмотра конструкции. То есть вы более детально смотрите, какие, например, элементы конструкции значит, ну, нужно там взять под специальный там контроль, предположим, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы входите в систему полного контроля за событиями, хоть там какая-то микроклетка в этом здании, или там микросистема. То есть вы начинаете брать полный контроль на себя, тогда естественно, понятно, что ни о каком терроризме вообще речи быть не может. Вы контролируете даже систему там, внутреннего устройства здания. Там любая трещина может быть найдена. Ну и так далее. Значит, ну это касается, конечно, и автомобиля, и, кстати говоря, это очень мощный аспект вашей личной безопасности, ну, например, вашего организма как физического тела. Потому что умение работать с объектами внешней реальности – это как отражающая волна, вот цвет от этого же цифрового ряда, там, это элемент вашего личного, ну, как бы поля, даже прямо это чувствуется, что возле человека начинает некое такое специально создаваться поле безопасности, и человек все время ходит в контуре безопасности. То, что можно видеть эти контуры возле себя. Потому что личный опыт работы с системой всегда передается на вас, естественно, да? Ваш организм, ваша личность, вы лично приобретаете качества, которые практически все время
не просто там как бы на каком-то логическом уровне создает фазу безопасности, а вы попадаете в такую фазу событий. То есть при полной свободе вы можете ходить где хотите, ну, находиться где вы там пожелаете, при этом фаза событий становится безопасной. Особенность такая, что внешний мир как бы конфигурируется под ваше безопасное развитие, под вашу безопасную жизнь. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.